Привет, ребята! В этом видео покажу, как рисовать милый лимонад. Будем рисовать интересные вещи, милые, прикольные. И я начну с рисунка стаканчика лимонада. Чтобы нарисовать стаканчик, я провел верхнюю линию нашего стаканчика. Теперь я хочу определить примерный центр. Вот так. И провести еще одну линию, которая будет у меня где-то край. Вот такая высота будет у стаканчика. Теперь линия вниз. Примерно вот так. С другой стороны. А здесь я оставил место для того, чтобы можно было сделать такое закругление, чтобы наш стаканчик имел вот такое закругление. Вот такой стаканчик получился с лимонадом. Вот, ну давайте теперь нарисуем сам лимонад. Где он будет? Наверное, вот тут. Вот так. Вот столько лимонада будет в нашем стаканчике. Также я хотел бы нарисовать кубики со льдом. Кубики, я думаю, вы рисовать умеете. Сделаем их вот таким. Один, а второй, их будет всего два. Вот такой. Итак, давайте повторим, что мы сделали. Я нарисовал верхнюю линию, провел. Потом определил высоту, провел. Потом с одной стороны провел линию вниз. И с другой провел линию вниз. После этого я взял и сделал закругление нашему стаканчику. И с другой стороны также. И получилось, что у нас верхние углы стаканчика острые. Видите, такой более острый угол. А здесь с закруглением. Так он выглядит более симпатично. Следующим шагом, я думаю, стоит нарисовать трубочку. Наверное, вот на этой высоте мы начнем нашу трубочку, рисование ее, и будем опускаться вниз вот такой косой линией. Где-то вот тут остановимся. И трубочка у нас гибкая. И теперь обязательно нам стоит нарисовать апельсинку. Она круглая, поэтому мы сделаем точку, где-то высота. Проводим полукруг, даже четверть круг. С этой стороны я тоже примерно на уровне стакана сделаю такую точечку и получаю полукруг. Ну а теперь уже соединить со стаканчиком намного проще. Вот так. И дольки нарисуем. Одна долька будет совпадать с границей стакана. Остальные я буду отталкиваться от этого угла и рисовать их.
вот таким образом. И последняя, она будет как-то вот так идти. И завершить эту композицию мне хотелось бы звездочками. И поэтому я нарисую привычные нам звездочки. Первую я рисую большую. Вот такая. Рядышком с ней чуть-чуть поменьше. И в самом-самом завершении еще одна. Хочу ее нарисовать с вот этой стороны. Вот так. Маленькую. Вот такая композиция получилась. Теперь пришло время для нанесения цвета. И если мы говорили о том, что это лимонад, мы его нарисуем желтого цвета. И я беру желтый фломастер, желтый такой маркер, и раскрашиваю. Основным ингредиентом для лимонада является лимон. А лимон у нас, как все знают, желтого цвета. Кубики льда я оставил белыми, чтобы всем было понятно, что это лед. Также на нашем стаканчике мы рисовали апельсинку. Ну, это я так придумал, что это апельсин. Апельсин оранжевый, поэтому мы его... Или мандарин, как вам удобно. Рядом с апельсином, с мандарином я нарисую еще вот такую звездочку, оранжевую тоже. Это будет желтый. А это синий. Итак, друзья, мы закончили нашу композицию, закончили рисовать милый лимонад. Я вам показал, как рисовать простые вещи. Смотрите наш канал, вы научитесь рисовать простые вещи, простые, милые, интересные рисунки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк,
Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Спасибо за просмотр и всем пока!